последнее время с Руботом получаем комментарии причем с вашими сид-фразами. Еще раз хочется отметить, что ни в коем случае не помещайте свои сид-фразы в какие-либо комментарии, очень сильно их сохраняйте, то есть храните их в достойном месте, там, где только есть доступ у вас, есть разные методы хранения фраз. Если вам интересно, напишите в комментарии, но ни в коем случае не передавайте свою сид-фразу кому-либо. Доброе утро, наш инопланетный гость. Мы продолжаем серию наших встреч, обзоров. Эксперимент мы стартанули 12 дней назад, который является ни в коем случае не финансовой рекомендацией. Как обычно, начинаем с TradingView. Вот что у нас получилось. За субботу, к сожалению, были негативные сделки, да, значит, были убытки, мы понесли убытки 7 центов, 5,14%, 9 центов, 6,60%. То есть мы лонговали. Думали, что цена дойдет вот до этих позиций, то есть 14.92, но, к сожалению, она вот так вот болталась, потому что были выходные. Затем в воскресенье я еще раз попытался дополнительно лонговать, тоже из этого ничего не получилось, генерировался убыток 4 цента, 3%. Ну и дальше в воскресенье я продолжил, значит, шортить, да, 7 центов, 4,25%, и ночью я сделал еще 15 центов, то есть 12% прибыльных. У тебя такие четко прорисованные уровни синими линиями, да, и первый вопрос о входах в сделку посередине между уровнями, насколько ты считаешь это правильным, и почему ты входил, твои мысли. И следующий вопрос, вот этот вот шортовый у тебя трейд, почему он не до уровня у тебя был? Да, полностью с тобой согласен, хороший вопрос. Точно неправильно входить посередине канала. Правильные входы — это, конечно же, около уровневые входы, да, если мы идем в лонг, то, соответственно, мы должны подтвердить, что мы идем в лонг, это значит за уровнем сопротивления, а если мы идем в шорт, то получается до уровня сопротивления мы можем входить, получая сигнал на понижение цены. Вот эти вот заходы, конечно, они неверные, и приходится тогда мониторить постоянно рынок, смотреть, куда идет цена. Делал я для того, чтобы все-таки показать нашим зрителям, что торговля может быть успешной, да, но она может быть и успешной, когда заходить все-таки по стратегии, по правилам. Только придерживаясь стратегии, да, в данном случае ты придерживаешься одной монеты, это тоже стратегия одного токена. И когда ты видишь направление, когда ты понимаешь, что, возможно, видя консолидацию, можно зайти и в середине канала, да, но на более младшем таймфрейме, потому что это укладывается тоже в рамки, допустим, мы увидели локальное, так называемый откат, это тоже будет, там есть свои уровни смены тренда, свои поддержки, свои сопротивления, и увидев это пробитие, ты вполне мог бы зайти в середине канала. Но тогда в таком случае, да, и цели, либо ты ставишь целью, границу большого канала, да, либо ты ставишь какой-то постоянный стоп, насколько я знаю. Да. И в этом случае мы либо отталкиваемся от уровня сопротивления, если в шорт, или же отталкиваемся от уровня поддержки, если в лонг, либо пробиваем эти уровни. И здесь у тебя была построена как бы теория на то, что мы отталкиваемся от верхнего, не пробивая его, и идем к нижнему. И на основе этой теории можно было дожидаться прихода к нижнему, куда мы все-таки действительно и пришли. Я вижу, что мы должны скорректироваться, и думаю, что будет коррекция с 14.92, пойдет до уровня 475. Как ты будешь действовать в этот раз? Лимитный выставить или по 15.09 в шорт, или 15.16. Говорили о том, что надо ставить точку входа, да, туда, где мы хотим поставить стоп. Да. Это в случае пробоя уровня, и если пробой будет ложный, то как раз-таки цена сходит до второго уровня, может быть, легонько его пробьет. И да, вот примерно такое вот мое было бы предложение. Как мы придерживаемся вот этой вот стратегии выставления или условного ордера, или все-таки лимитного, сегодня мы еще раз покажем, как мы лимитные выставляем. То есть заходим на биржу Bybit, выбираем монету, вот она уже выбрана, Link USDT. Если вы хотите выбрать, надо нажать вот на этот иконку монеты и выбрать. Затем вы контролируете плечо
и потом вы можете выбрать лимитный, рыночный, условный. Сегодня мы выставляем лимитный, если я правильно понимаю, по 15.38. Для пущей надежности нашего, знаешь, куда бы я поставил еще? Вот 14.370, 14.30. Если я выставлю 15,7, то у меня получается 20 центов убытка к 65 прибыли. Получается нормальный. 3 с чем-то. Мы подтверждаем нашу сделку. Да, тут мы заходим в шорт, нажимаем шорт. Биржа еще раз показывает все ваши данные. Дальше вы подтверждаете ОК, если все правильно. И сразу ваша сделка попадает в лимитный, потому что мы выбирали лимитный, и вот она. И тут вы можете уже, если необходимо, менять и корректировать take profit stop loss, также количество монет закупки или продажи, и цену, по которой вы хотите закупиться. На магике торгую или Magic, как если уже там углубиться в правильность, условную правильность произношения, поделюсь я своими наработками и поговорим о биткоине немножко. И вот такие у меня трейды, да, у меня их меньше, чем у тебя. Сейчас правда, у меня здесь не прорисовано, у меня сейчас еще одна сделка вот здесь открыта от этого уровня, и до вот этого уровня ее можем сейчас быстренько прорисовать. Объясню логику своих действий, потому что мы уже про уровни сегодня говорили, да, и вот у меня есть линия нисходящая, да, в которой мы, по сути, нужно торговать по тренду. И это было бы правильно, потому что когда торгуешь, есть такое выражение, когда торгуешь по тренду, тебе рынок может простить какие-то ошибки, а когда торгуешь против тренда, то ты можешь за это жестоко поплатиться. Но в защиту себя, да, хотя это, может быть, и неправильно скажу, что здесь у нас есть некое такое вот нарушение правильности тренда, да, так называемый вымпел. И здесь уже вымпел фигура, которая расторговывается в какую захочет сторону. Как правило, по тренду, тренд у нас глобально восходящий, но тем не менее локально он нисходящий, встречающийся с этой вот линией тренда, которая вместе с верхней красной, зеленой образует такую, скажем, клин, вымпел, как угодно можно это называть. Поэтому здесь я практикую в обе стороны и ориентируюсь на уровни поддержки и границы вот этого клина. Здесь у нас было исключение пробития, и получается, что можно здесь смело прорисовать некий уровень сопротивления, который теперь появился. Вот. Но суть в чем? Мы разберем сделки. У меня прорисован сильный уровень, да, вокруг которого я строил либо цели, либо точки входа. И здесь это было, скажем так, я ждал вот здесь точки входа, когда увидел разворот, входил. Здесь я ориентировался на то, что вот это вот сильный уровень, я его прорисовывал, а потом убрал. Здесь я ориентировался на то, что мы сходили и посчитал этот выход ложным, хотя сейчас уже вижу, что можно здесь зону проторговки, то здесь сейчас можно прорисовать зону проторговки под этим уровнем, вот такую. Да, и за нее выставил стоп, вошел вот здесь в сделку и буду ждать прихода цены вот сюда, просто потому что 1 к 3. И поэтому здесь у меня риск-прибыль 1 к 3 практически, 2,97, и я считаю, что этого вполне достаточно. Здесь есть тоже какой-то уровень сопротивления определенный, и все-таки эта цель будет более надежная. Вспомним доминацию, вспомним, что она у нас высокая, 64. Хочу сказать, что мы частенько об этом говорим, что в пятницу на бирже ЦМЕ закрылся он по 96,7, и, как правило, в понедельник цена туда возвращается к этому уровню. Пятничное пробитие было здесь, мы не достали до 96, но поскольку мы очень активно пытаемся работать с вот этим уровнем зеленым, да, мы уже один раз его пытались пробить, откатились, еще прокалываем. Есть два варианта. Как всегда я говорю, что мы его пробьем, да, и нам подсказывает пятничное закрытие биржи ЦМЕ, что мы вроде как, если подтвердится наша эта теория, то еще раз проколем, и закрепившись сверху, да, наш ордер будет, скорее всего, на линке не актуален. Почему я тебе говорил, что поставить лучше оповещение и наблюдать за биткоином. Вот. Но также может быть опять ложный выход, возврат сюда, подтверждение снизу, и тогда я буду рассматривать уже поход, где-то вот поиск имбаланса здесь,
да, в районе 90, ну, сначала первая цель будет 91 где-то и 6. Вот Вчера, так. вчера 48%, а позавчера? Вчера на шортовой сделке я забрал тоже 48. Спасибо большое. Тогда обсудим все, что мы сегодня проговорили, обсудим все завтра. Пишите комментарии, подписывайтесь.